Всем огромный привет! Сегодня интересный вариант приготовления жареной рыбки на сковороде в пергаменте. Рыбка получается очень ароматной, диетической, нежной, вкусненькой, быстро готовится. Выходит жареная рыбка с эффектом запекания, так как она действительно по вкусу напоминает запеченную рыбу в духовке, но готовится намного быстрее и без лишнего масла. Так что давайте будем готовить. Для этого рецепта подходит любая замороженная рыбка. У меня в данном случае хек. Я его хорошо тушки помыла и посрезала плавники. Плавники удобнее всего срезать кухонными ножницами от хвоста в сторону к голове. Внутри рыбка чистенькая, вымытая. И теперь делаю ножом надрез от головы к хвосту. И с другой стороны удаляю хребет. Должны остаться только одна филешка. Вот все косточки, все лишнее тоже удаляем, смотрим, чтобы никому ничего не попалось. Делаем надрез и удаляем хребет. Так я поступила со всеми тушками рыбки. Хребет очень хорошо удаляется в такой рыбке. Тоже руками можно вот так, чтобы ничего не было. Вот у меня получились такие красивые филе. Дальше беру лист пергамента и складываю его так, чтобы пару сантиметров осталось для заворачивания этого пергамента, а вот этот квадрат был по диаметру моей сковородки. Разворачиваю, и теперь дальше специи я использую для рыбы. На канале есть видео, как я готовлю домашние специи для рыбы. Оставлю ссылки и подсказки. Буду также использовать лимон, соль и растительное масло, рафинированное, чтобы не было никакой горечи. Смазываю лист пергамента с внутренней стороны растительным маслом при помощи кисточки. Краи смазывать не надо. Теперь дальше специи. Вы можете использовать любые ароматы, которые вы любите и предпочитаете, в данном случае к рыбке. У меня мои домашние. Тоже присаливая, солим по вкусу. Ну, вот на одну сторону у меня уйдет 3 тушки хека. Так, чтобы сразу поджарили, можно 1, 2, 3. Я буду жарить все вместе. Сдабриваю соком лимона сверху и накрываю теперь пергаментом, заворачиваю в виде конвертика. Не переживайте, если он будет немного разворачиваться. Мы его этой внутренней стороной на дно сковородки уложим, и все проготовится. Все соки, все ароматы останутся внутри. Рыбка пропитается. Если есть время, можно оставить вот такой конвертик хотя бы на минут 30. И теперь на сковородку укладываю разогретые, огонь ниже среднего, накрываю крышкой и с каждой стороны буду готовить рыбку по 5 минут. Дольше не надо. Рыбка небольшая, поэтому не переживайте, все проготовится. Но готовлю под крышкой, переворачиваю вот так, придавливаю немножко и снова накрываю крышкой опять 5 минут. И следующий вариант будет не с специями, а я приготовлю и с пастой укропной. У меня тоже на канале есть видео, как я ее готовила. Тут, конечно, можно фантазировать, добавлять любые свои любимые приправы, ароматы. Уложила на смазанный лист пергамента тушки, присолила небольшим количеством соли. Ну, вот соли столько, сколько нужно вот на эти небольшие тушки. Лучше меньше добавить. И укладываю вот вилочкой, распределяю. Это укропная паста у меня с добавлением лимона. Хотя сок лимона свежий я еще тоже дополнительно добавлю. Если нет вот такой пасты, можно взять любую любимую вами зелень, порезать ее, измельчить в ступке
или при помощи блендера добавить растительного масла немножко, и сока лимона. Ну, есть на канале видео, как я ее готовила. И все, точно так же жарила 5 минут с одной стороны на огне ниже среднего и 5 минут с другой стороны. Удаляю пергамент, и вот получается такая сочная, ароматная внутри, не зажаренная, без лишнего масла рыбка, которую я буду подавать с салатом из пекинской капусты. Вот у меня такая красивая одна розовая будет салат. Такая рыбка подойдет к любому салатику или гарниру, быстро очень готовится. Вот и другой вариант, тоже под крышкой, 5 минут с одной стороны, 5 минут с другой стороны. И, друзья, получается вот такая ароматная, вкусная рыбка, жареная в пергаменте, которая напоминает по своему вкусу запеченную рыбу в духовке. С ароматами и зеленью всегда можно экспериментировать. И в первом, и в другом варианте рыбка получается очень ароматная, вкусная и нежная. Если вы не любите много зелени, можно приготовить ее с любыми вашими любимыми приправами, или же добавлять ту зелень, которую любите именно вы. Очень все просто и быстро готовится. Получается нежная, вкусная, диетическая рыбка, ароматная. Друзья, ну а мне остается надеяться, что этот рецепт вам будет по душе и вы будете готовить. Ну а я с вами на этом прощаюсь. С вами была Виктория. Всем пока и всем до новых встреч.